Так, ну что, друзья, рад, что вы смотрите эту трансляцию. Как обычно, задавайте вопросы, все интересующие. Начну я сегодняшний выпуск с новостей. Ну и, конечно же, главный, давно у нас вопрос ждет ответа, когда же мы начнем реализацию первого объекта. Значит, на эту тему могу сообщить следующее, что в августе 2024 года начнутся геолого-физические исследования почвы. Это будет на территории Индии. Это находится в 83 километрах от города Чандигарх. Есть компания EV Techno. Значит, эта компания, она владеет таким земельным участком. У них есть планы строительства большого комплекса, по-моему, медицинского и так далее, да, и часть своего участка они готовы нам предложить. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что документы на эту тему, они еще пока полностью не готовы. Но, как нас заверяют собственники, владельцы, что, в общем-то, проблем это не составит никаких. Обязательств по срокам они на себя пока не берут, но говорят, что сделают все достаточно быстро. Ну что ж, мы с нашей стороны, конечно же, будем рады, если они сделают это все быстро, и у нас уже появится земельный участок, на котором мы полностью сможем приступить в полную силу к работам. Так. Ну что, ребята, значит, поздравляю. Мы получили патент в Чили на технологию проекта «Вода». Поэтому это сегодня первая хорошая новость. Кстати, сегодня у нас и будет одна и нехорошая новость. Я думаю, многие помнят, когда у нас была концепция, значит, по Оману. Оман, и в этом ролике упоминалось название этой компании. И мы много говорили раз о том, что у нас есть потенциал хороший к сотрудничеству с этой компанией. Так вот, принято решение мною такое партнерство исключить. Связано это с тем, что у ребят слишком большие запросы. Потому что кроме того, что объект они хотят увидеть на своей территории, да, они хотят еще на часть стран приобрести некую такую монополию в виде создания совместной компании и так далее. В общем, когда стало понятно, что они всерьез предлагают такие условия, на которые мы вообще никогда не согласимся, потому что есть намного более выгодные предложения, например, вот по Индии. Ну, был ответ такой, что, ребят, нам не интересно, извините, но найдите кого-то другого. Ну, в общем, по Оману. Почему я, кстати, не называю эту компанию? Потому что вообще с ними сложновато. Они потребовали подписания соглашения о неразглашении. Соответственно, встречи, которые с ними проходили, мы не могли ни фотографировать, ни информировать наших инвесторов. И я им об этом сказал, что мы вообще никогда ничего не построим, если у нас есть такое соглашение, потому что мы как раз и получаем инвестиции только тогда, когда люди понимают, что мы делаем, и они видят, что мы делаем. А вы эту информацию хотите категорически закрыть, поэтому мы не будем просто получать достаточного объема инвестиций для того, чтобы этот объект первый реализовать за свой счет. Ну и, честно говоря, как-то не очень с ними было комфортно. Не чувствовалось, что они прям нас ценят, ждут как-то вот прям с распростертыми объятиями. Как-то свысока вести диалог. Ну, это-то ладно, на самом деле для меня не принципиально, кто там свысока смотрит или со стороны. Принципиально самый главный вопрос – это хорошие условия для нашего проекта, хорошие условия для наших инвесторов. Я на самом деле такой же инвестор в этот проект, как и вы. Ну, правда, кроме того, что я свои деньги в него проинвестировал, да, на начальном этапе,
Ну, я еще также инвестирую в него и свое время, и знания, и так далее, да. Поэтому, да, ребят, ну что, вышла у нас новость о ролик «Публичная оферта». Вот, и уже появилось пару предложений, значит, пару предложений по результатам этого ролика. Я почему-то думал, что он будет иметь большую популярность, его будут люди смотреть, там иногда, может быть, даже перед сном. Но почему-то просмотров небольшое у нас количество, может быть, кто-то пропустили эту новость. Пожалуйста, посмотрите обязательно ролик «Публичная оферта». Процентов 90 информации мы там выдали о том, что это за устройство, как оно будет работать и так далее. И на каких условиях мы готовы были бы сотрудничать. Так, ну что, ребят, у нас также вышел ролик, как я и обещал, значит, где проходит такой Zoom-диалог с конструктором, который занимался этим проектом, конструировал. Вот. Этот, значит, проект у нас полностью готов. Была небольшая проблема, заключалась она в том, что, с одной стороны, то есть я, кстати, хочу напомнить, что этот самый прототип версии 10.0, он очень похож на реальный объект, но не отвечает полностью требованиям реального объекта. Почему? Потому что некоторые вещи раскрывать еще пока рано. Поэтому если его будет смотреть физик-механик, специалист, в принципе, он поймет, какие вещи нужно еще туда добавить, чтобы это было более, показывало более уверенный результат. Вот. Но так, чтобы на весь мир сейчас показывать, как это будет устроено, пока рановато. Пока рановато. Почему? Потому что, кроме того, что мы имеем уже сегодня патент на, в принципе, технологию на эту, то внутри этого объекта мы также будем еще много что патентовать. Для чего это нужно? Любой патент на изобретение действует 20 лет. После истечения этого срока, значит, автор и правообладатель, то есть автор, он навсегда остается, а правообладатель, он теряет свое право распоряжаться этой самой технологией. Так вот, чем больше у нас патентов будет, и чем они будут позднее, значит, поданы, тем тогда мы больше сможем продлить нашу монополию, ну не на сам уже объект, а на внутренние какие-то нюансы, какие-то вещи, которые будут его делать более эффективным. И таким образом мы сможем продлить нашу историю с монополией и дольше получать прибыль за счет продажи лишь только лицензий. Так, ну что, вопросы уже у нас подходят, да? Адлер, приветствую from Germany. Значит, тоже я вас помню, что вы очень давно уже с нами. И это на самом деле дает уверенность нам в том, что на самом деле мы достичь цель нашу сможем, потому что мы не теряем старых надежных друзей. Мы их не теряем. У нас на самом деле за всю историю существования возвратов было, я вот, кстати, посмотрел, папка есть специальные возвраты, те, кто потребовали денежные средства, ну, кстати, некоторые требовали их по уважительной причине, да, для них, их всего-то порядка 42 человек. Я считаю, что это совсем даже немного относительно 30 тысяч наших инвесторов. Поэтому хороший результат. Так, ну что, хочется сказать спасибо Симоне Петровой за то, что она провела в Болгарии презентацию нашего проекта, рассказала о нем больше. Мы, кстати, с ней встречались в Дубае, это было пару лет назад. Вот, я надеюсь, на ближайшей выставке VETEX, которая будет проходить 1-2 октября, мы с ней также встретимся. Так, ну что, ребят, еще у нас такая новость. Все знают, что мы сотрудничаем с проектом Dylan Mirror. Сотрудничаем в том смысле, что мы предоставляем нашу инфраструктуру, а именно личный кабинет для
возможности привлечения инвестиций в свой проект. И сразу хочу напомнить и сказать, что для нас наш проект или наших сотрудников это практически никак не нагружает. Почему? Потому что есть просто код этого личного кабинета, который загружается на отдельный сервер, и мы просто предоставляем им доступы, и за это мы получаем плату. Эта плата отражается ежемесячно в нашем чат-боте Telegram, где у нас есть поступление денежных средств. И, соответственно, эти денежные средства также направляются на развитие наших проектов. Поэтому я не сомневаюсь, что все наши инвесторы скажут о том, что это хорошая идея. Если это не отнимает у нас ни сил, ни времени, но приносит денежные средства, то пусть будет, почему бы и нет. И я также ранее говорил, что мы готовы сотрудничать и с другими проектами по таким направлениям, как краунд-инвестинг, которые занимаются, что-то запускают. И вот проект, я вот его так деревья называю, лес, да, HoenX, правильно, наверное, читать. Вот, ребята, значит, хотят заниматься выращиванием деревьев. Называется это дерево полония. Это самое быстро растущее дерево в мире. Ну, в общем, это такая целая отдельная история. Я читал, знакомился. Ну, мне идея, в принципе, понравилась. Ребят, которые занимаются этим проектом, также я знаю уже более, наверное, даже 4 лет. Вот. И, собственно, по такому же принципу мы им предложили сотрудничество, да? Так, что-то у нас вопросов уже много, да? Так, ну давайте, ребят, я сейчас приветствия и какие-то сообщения пока не буду зачитывать. Я в конце просто прям поименно перечислю благодарность, кто у нас тут всегда присутствует на эфирах. Так. Так, инвесторы ждут. За последние 5 лет мы не получили никаких дивидендов, но, пожалуйста, начните наше первое строительство. Ну, кто-то через Google переводчик, да, такой вопрос задал. Так, смотрите, давайте, ребята, ну, реально на вещи смотреть. На самом деле, это был конец 2000, то есть мы можем считать реально как 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. И 24-й сейчас год только начался. Но давайте не будем забывать, что ковид у нас отнял как минимум 1,5 или 2 года. Это во-первых. А во-вторых, когда мы только начинали в 2019 году и 2020, там у нас количество инвесторов было буквально несколько сотен. Вот. Ну, где-то, может быть, это было 1000, да, инвесторов. И они все были очень маленькие. У нас первые инвестиции были там буквально по $35. Можно было пакеты покупать. Поэтому сумма была небольшая. Затем начался ковид. Инвестиции у нас вообще практически иссякли на этот момент. Но после него ситуация раскачалась, и дело пошло хорошо с инвестициями. Это позволило нам как раз успеть подать все необходимые заявки на получение патентов. Вот. Ну а дальше начались военные конфликты, это тоже повлияло на объем инвестиций, и также повлияло на, значит, некоторые инвесторы писали, типа, ну вот у тебя российский паспорт, тебе не дадут теперь в мире как-то развиваться, расти и так далее, санкции и так далее, да. И это также негативно повлияло на объем привлекаемых инвестиций, но, тем не менее, нам достаточно было тогда и, в принципе, достаточно сегодня. Но если завтра начнется стройка, появится у нас недостаток. Но, опять же, когда начнется эта самая стройка, тогда у нас мы и внимание больше будем привлекать, потому что мы будем показывать, что вот мы уже на объект вышли. Тем более, что у нас есть 18 тысяч действующих рассрочек. То есть люди взяли в рассрочку эту самую инвестицию, да, эти доли приобрели. Но сейчас кто-то затаился и говорит, что я вот жду стройку. Ну окей, вы ее дождетесь. Вот. Так,
Поэтому, ребят, ну реально, если взять ручку и калькулятор, да, или просто в уме посчитать, реально мы работаем, ну, 3 года. 3 года, но у нас получается. Назовите мне еще хоть один стартап, который имеет такое количество достижений. Достижений много очень, кроме того, что мы пока еще не начали строить. Ну, мы же начнем. Так. По США вопрос. Интересно, особенно последняя новость по США. Что у нас по США? У нас последняя новость не фигурирует. То есть за последний месяц у нас США никак не фигурирует. Поэтому не совсем понял вопрос про США. Так, пишет Денис. Проект «Ветер» я понимаю. В Dylan Mirror и Phoenix не верю. Я думаю, этих проектов компаний не существует. То есть Dylan Mirror, ну в смысле, ребят, не существует. Более чем даже существует. У нас наши инвесторы приезжали к нам в офис, значит, мы их отправляли в офис Dylan Mirror, они сами лично видели зеркало. Более того, сейчас мы даже Василий, Dylan Mirror, он переехал к нам сюда, в наше пространство, в наш гараж, в наш верхаус, и зеркало вот здесь у него на 2-м этаже, оно стоит, оно существует, оно работает, я его каждый день вижу. Так, ну, сейчас тогда мы поступим проще. Так, надеюсь, не удастся потом все это вернуть на место, в исходное положение. Так, ну вот Василий, он еще пока ремонт не доделал себя в кабинете. Ну, собственно, сейчас я вам попробую продемонстрировать. Так. Ну что, ребят, я вот не знаю, там, как у вас там... ну сейчас вот так вот. Вот так вот. Ага, вот, да, прогрузилось, да, все работает. Ну, тут много отзеркаливаний, понятно, потому что это телефон, камера, эфир. Но вот мы выключаем обычное зеркало. И вот так вот рукой проводим, здесь датчик стоит. И вот, пожалуйста, зеркало необычное. Это я опять уже выключил. Поэтому, ребят, ну что не существует? Ну приезжайте в офис, убедитесь сами. Эра простых зеркал, она просто уходит у нас на глазах. Так, сейчас задача моя поставить это все как было. И проверишь там, если что-то, может быть, где-то миллиметрики. Поэтому, ребят, ну давайте, значит, по зеркалам я вам ответ предоставил. По поводу деревьев, ну, этот проект существует, эти люди существуют, я их лично знаю. Вот. Но если вам кажется, что они не смогут достичь своей цели, ну, я не знаю, там, подождите немного, посмотрите, поговорите с ними, встретитесь. Я думаю, что ребята, наверное, также прямые эфиры проводят. Поэтому, ну, как минимум сегодня удалось опровергнуть ваши сомнения по поводу зеркал. Так. Ашок требует, чтобы на английском я заговорил. Так, последних полгода вы говорите только о проекте «Ветер и вода», а вот про проект «Город, лес» уже давно ничего не слышно. Как идет развитие там? Есть ли страны и строительные компании, кому это интересно? Так, ребят, ну, смотрите, вот при переговорах прямых у нас на этот счет сейчас ни с кем не ведется. Но это не должно никого расстраивать, потому что те, кто понимает хорошо этот проект и его осознают, они
Они понимают, что как только будет реализован первый, а первый будет реализован тогда, когда мы сможем объяснить, в чем суть этого проекта. У нас есть на эту тему ролики, да, соответствующие. Вот, и мы почему их делаем? Мы вот не так давно сделали ролик для Дели, Индия, да. Почему-то, кстати, также у него немного просмотров, хотя у нас очень много инвесторов из Индии, очень много инвесторов. Я думал, что будут больше внимания, да, к нему. Вот, если мы будем показывать мэру города Дели на примере Дубай, то он скажет, ну это же для Дубай, поэтому для каждой локации мы делаем отдельный ролик. И также мы сделали ролик сейчас для города Телоса. Этот город еще пока не существует. Это американский миллиардер планирует построить город, в котором многие вещи будут по-другому. Вот. Ну и мы также подготовили концепцию, ему отправили. Я не знаю, смотрел он, не смотрел ее, знаком он с ней или нет. Но в какой-то момент, я думаю, по проекту «Город» к нему нужно так относиться. То есть это как бамбуковое зернышко, да? Вы посадили, оно никак себя не проявляет, ни год или два, по-моему, 3, даже 4 года, да? Но в какой-то момент настает определенный период, когда оно прибавляет очень хорошо в росте своем за короткий период и является самым быстро растущим растением в мире, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому давайте к проекту «Город» будем точно так же относиться. Мы его абсолютно нисколько не забыли. Мы ведем на эту тему работу, мы думаем, как же все-таки донести. И, кстати, у нас сейчас скоро выйдут ролики такие, 15-секундные, преимущества транспортно-логистической системы относительно классических городов. Так, ну давайте дальше еще по вопросикам. Так. Когда вопросы добавляются, скачок происходит. И немножко сбивается, поэтому надо мне сейчас найти еще раз. Так, а почему количество долей в моем кабинете уменьшилось? Ну, я думаю, здесь одна причина может быть только. Если вы взяли доли с отложенным платежом, да, то вы пропускаете где-то платеж, и поэтому количество долей уменьшается. Это всегда было, это в правилах у нас всегда было, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Некоторые не обращают на это внимание, пропускают платежи. Ну, когда они обращаются в поддержку, пока мы навстречу еще идем. Вот. У кого-то бывают уважительные причины, но об этом надо писать, ребят, и тогда ничего уменьшаться не будет. То есть почему уменьшается? Потому что у нас стоимость меняется, стоимость долей меняется. Почему меняется стоимость долей? Потому что мы становимся более уверенными игроками, что ли, да? То есть если мы начали проект, когда был просто пластиковый макетик здания, допустим, и один патент только в России, то сейчас мы уже имеем патенты в крупнейших странах, в крупнейших экономиках мира, и мы уже имеем контакты с людьми, которые занимают высокие позиции на той или иной территории. Вот. И всерьез мы с ними обсуждаем наши проекты, поэтому очевидно, что доказательств того, что это будет реализовано, их все больше. Так, еще тут что-то много прям вопросов. Так, еще один инвестор сказал следующее. В наше время патенты уже ничего не значат. Любая компания может скопировать вашу технологию. Нет, ребята, патенты, технологии — это международное право. Практически можно найти нарушения только когда идет речь о небольших устройствах. То есть как это работает? Вот, допустим, у кого-то есть изобретение на какое-то устройство, да? И оно размером, примерно вот с эту бутылку, да, или там в 3 раза больше. И, допустим, произвели это устройство где-то, где никто не знает где,
и отправили партию продавать там, в разные страны, там, в Бразилию, там, в Арабские Эмираты и так далее, то тогда технологии, правообладатель технологии, да, на этот продукт, он должен будет разыскать, кто же все-таки произвел эту партию, и только ему он сможет предъявить, а никак не продавцу. Но в нашем случае объекты, они очень крупные, ребят, и поэтому кто их произвел и где они находятся, легко очень даже обнаружить. И, кстати, сказать, что даже в наше время, когда очень много конфликтов в мире, по-моему, порядка там, более 50 конфликтов сейчас на самом деле в мире насчитывается, крупных или мелких, но даже в наше время все равно эти патентные права соблюдаются. Не так давно был конфликт на эту тему, то есть не конфликт, а дискуссия, да, может быть, не самая приятная для обоих сторон у России и Европы, где Россия значит, объявила о том, что она не собирается соблюдать патентные права по некоторым патентам, и Европа в ответ пообещала нечто аналогичное организовать, но если почитать внимательно, то речь идет лишь только о единичных патентах, и разрешение на использование такого патента значит, все равно должно выдавать на использование такой технологии без значит, участия, без согласия правообладателя по этому патенту дает значит, правительство Российской Федерации. То есть это происходит только лишь в исключительных случаях. И самое, что интересно, денежные средства за использование этого патента, они все равно выплачиваются и перечисляются на нулевой счет. То есть фактически правообладатель этого патента, он все равно, эти денежные средства, они ему доступны. Ну и это очень редкие случаи. Поэтому даже в наше время все-таки права соблюдаются, и эта система, она работает. И на самом деле давайте как-то уже тему там, патенты, нужны они или не нужны, ее просто будем закрывать. Почему? Потому что вот у Василия есть прекрасное изобретение. Его не так сложно, да, если кто-то приобретая один экземпляр, в общем-то, в течение недели можно разобраться, как это все устроено, и начать подобные вещи копировать. Так вот, нужно ли патентовать ему свою технологию, чтобы этого избежать? Ну, конечно, нужно. Почему? И в первую очередь нужно, это первая задача, которую нужно решить – защититься. Очень интересная идея. Понятно, что все магазины, я не знаю, там, отели пятизвездочные, они все будут такое зеркало иметь. То есть, ну вот как сегодня есть зеркала везде. Когда-то же появилось первое зеркало, да, и получило оно свое распространение. Ну вот и Василия зеркало, оно также получит свое распространение, я в этом нисколечко не сомневаюсь. И сейчас он со мной консультируется, и конечно же, когда мы с ним познакомились, в первую очередь, что я ему сказал, нужно защитить технологию, защита. Поэтому внимательно анализировать патентную формулу вот, и вести эту работу. И вот сейчас он все усилия на эту тему прикладывает, и у него получается, если кто-то следит за новостями, не знаю, там, по-моему, уже стран 20 у него поданы заявки, и у него время есть, и планы, я так понимаю, у него подать и более чем 80 стран. Если он подаст более чем 80 стран крупнейших экономик мира, фактически он монополией охватит более 85% населения планеты. Поэтому обязательно нужно это делать. Так, и еще предложение. AdminSol. Могли бы вы уже за эти деньги здание небольшое построить? Разве это не так? Я не знал, что ему ответить. Так, я не знал, что ему ответить. Тут, наверное, в Google переводчик, может быть, что-то перепутал, да? Так, ребят, ну небольшое здание, ну мы его и так построили, это самое небольшое здание. Оно у нас в прямом эфире на YouTube показывает свою работу. И да, оно метровое,
Ну а что поменялось бы, если бы оно было 5-метровое? Скажите мне, пожалуйста. Если бы мы реального застройщика, то есть девелоперскую компанию какую-то привели и сказали бы, вот показываем сейчас метровое, он нам скажет, типа, ну, ребят, ну это же пока макет, это же еще на практике не применялось. Ну, хорошо, построили бы мы 5-метровое. Он скажет, ну, а что 5-метровое? 5-метровое, я вот строю здания, которые по 100 метров, там, по 80 метров. Зачем мне 5-метровое вы показываете? Ну, а если бы мы построили 20-метровое или 30-метровое, он бы сказал бы, ну, во-первых, для кого это здание, да, 30-метровое? То есть это, если мы уже туда реально заселяем людей в это самое 30-метровое здание, то тогда нужно такое количество документов получить, что у нас бы ушло на это очень много времени. А если мы без жильцов используем такое здание, то оно получилось нам в такие деньги, которые мы на данном этапе и раньше, ну, соответственно, позволить бы себе не могли. Поэтому нет, не могли мы построить небольшое здание, потому что строить небольшое здание смысла никакого нет. А строить большое здание мы не можем себе позволить. Поэтому мы и нашли сейчас уникальное, хорошее, интересное решение. Это когда у нас объект совмещает в себе две технологии, это вода и ветер. Мы посчитали оптимальный размер, который мы можем себе позволить, и когда этот объект может показать свою работоспособность, составляет 156 метров. Ну, более подробно в ролике «Публичная оферта» об этом информация имеется. И вот поэтому спасибо, что вы очень увлеченно задаете вопросы, да, но я надеюсь, что вы смогли убедиться в том, что мы делаем все правильно. Так, наилучшие пожелания. Окей. Я в конце имена все прям зачитаю, прям спасибо скажу. Так, самый волнующий вопрос. Когда начнется строительство первого объекта? Ответ, ну, не полный, да, там даты нет, но в начале эфира я об этом сказал. Какие новости о поездке в Чандихар? Скоро начнутся работы? Панкадж. Ну, Панкадж нам такой вопрос задает, потому что он говорит на хинди, и поэтому то, что я в начале эфира, отвечал, он не понял, но, соответственно, когда у нас появится перевод на хинди, на английский и еще на 12 разных языков, Панкадж поймет, что ответ уже есть. Так. Ой-ой-ой. Дора Котова спрашивает, когда будет завершен листинг акций на Нью-Йоркской и Лондонской фондовой бирже? Знаете, вот на эту тему вообще ни разу еще мыслей даже не было. Нам еще до этого, как до Китая пешком, давайте на вещи смотреть реально, ребят. У нас нет волшебной палочки, которая, любое наше желание исполняет, да, мы используем только те вещи, которыми мы владеем на сегодняшний день. Поэтому и те ресурсы, которыми мы можем распоряжаться. Ну, эти ресурсы позволяют нам, начать работу на земельном участке в Индии уже в августе. Начать в том смысле, что провести геолого-физические исследования грунтов. Если ребята в Индии, как они обещают, быстро оформят документы, ну, может быть, там 2 месяца или 3 месяца, то мы уже будем понимать, то есть мы уже за это время можем понять, какой там потребуется фундамент, рассчитать его стоимость, марку бетона определить, диаметр арматуры, и уже за этот период, пока они там оформляют документы, мы как раз уже можем составить список компаний, которые такую продукцию продают, да, на территории Индии, компаний, которые могут этот материал использовать на нашем участке в соответствии с чертежами, которые мы им предоставим и так далее. Поэтому ведем работу. Компания Start Engine ищет перспективные стартапы. Рассматриваете ли вы их в качестве партнеров? Ну, ребят, я не знаю, что за компания, но мы открыты предложениям. Если это позволит как-то нам с большей скоростью прийти к нашей цели, то, конечно, мы рассматриваем и обсудим.
Так, Панкаш спрашивает, какой прогресс происходит в Дубае? Ну, прогресс какой, ребят? Значит, где-то 12 дней назад, 12-14 дней назад, у меня еще одна была встреча с шейхом Хашером, значит, Мактум Аль-Мактум, вот, где я уже вопрос с ребром ставлю, да, вот. Ну, не прям так, чтобы прям вот так, да, потому что скажут, типа, покиньте помещение. Поэтому, ну, так уже говорю, ну что же. Вот, в ответ следующее я услышал. Денис, мне эта технология очень нравится. Вот, необходимо, значит, организовать тебе встречу с компанией Diva. Diva, вот, но, ребят, самое что интересно, я уже, в принципе, и год назад это слышал, и даже, наверное, 1,5 года назад я это слышал. Но я на самом деле больше, наверное, пессимист, чем оптимист в таких вопросах. Вот. Но я вижу, что интерес живой имеется, да, что и всерьез собираются организовать встречу. Но почему-то постоянно кто-то уезжает, переезжает, то какие-то, значит, эти потопы в Дубае происходят тут, и как-то все относится, то есть откладывается, переносится и так далее, да. Но не будем исключать, и вести работу, ну, параллельно, получается, по, соответственно, разным направлениям, в том смысле, что локациям, да? Так. Ага, слетело опять немного. Так. Какой прогресс? Прогресс, все, почитал. Так, Надежда, спасибо. Сергей, да. Так, Зергут. Зеркало это крутое, ну да. Так. Денис, вы даже видео по проекту «Город Лес» выпустили с названием «Город Лес» Телоса, Nev Sustainable City in America, где говорится про это. Продолжение в следующем комментарии. Так, подготовленная концепция в основном согласуется с представлениями. Так, новое сообщение добавилось, и что-то все слетело. Значит, подготовленная концепция в основном согласуется с представленной концепцией экологичного мегаполиса под названием Телоса, которую анонсировал миллиардер и бывший руководитель Walmart Марк Лор. Выработанная специалистами проектом «Город Лес» концепция городской инфраструктуры в ближайшее время будет направлена Марку Лору. Ну да, ребят, направили. Ну как, опять же, направили? Ну вот нашли на сайте корпоративную почту, направили туда. В Инстаграме разместили, отметили этого Марка Лора. Ну, в общем, те инструменты, которые нам доступны в этом смысле, да, мы это сделали, но пока никакой реакции, обратной связи мы не получили. Я понятия не имею, познакомился Марк с нашей концепцией или нет, но я не знаю, что надо сделать. Прилететь там в Америку, подойти к нему на виллу и звонить пока в дверь, пока не откроет. Не знаю, давайте совместно просто спамить их. То есть вот мы по Дели ролик выпустили, но давайте будем отправлять его в этот самый губернатору или там мэру города Дели. Давайте будем этому Марку Лору отправлять, я не знаю, в Инстаграме, в Фейсбуке, ну что там бывает, да? Хотелось бы мне самому тоже послушать его мнение об этом, но пока у нас обратной реакции не было. Ну, сколько, с другой стороны, прошла, наверное, только неделя. Может быть, там кто-то в отпуске, может, это письмо открыл какой-то секретарь, который не очень понимает, что прислали. Так. Так, значит, каша мала. Очень важно слышать, очень жаль слышать негативные от инвесторов, когда видно, какими огромными шагами идет проект. Да, на самом деле негативных, вот честно, нет. У нас, может быть, на прошлой неделе там 3 или 4 друга из Индии, они почему-то начали там где-то негативить. Но мы им сказали, ребят, ну не нравится, найдите лучше.
Ну, прошло 5 дней, и они все разом написали, типа, мы извиняемся, мы там что-то перепутали, мы с вами, мы вас верим, типа, пожалуйста, извините. Я не знаю, что у них там в головах происходит, ну, окей, мы не против. Извините, мы готовы вас извинить, да. Так, будет ли ваше участие в проекте Line Саудовской Аравии? Так, смотрите, по Лайну мы также концепцию подготовили, отправляли, обратной связи не получили, но я все больше понимаю, ребят, то, что пока не будет реального объекта, никто воспринимать нас всерьез не будет, да, за исключением, ну вот, например, ну, то есть здесь мы лично знакомы, допустим, с шейхом Хашером, да, в Дубае. И вот когда лично уже приходишь, ну, как друг, потому что уже много лет, типа, давно не виделись, да, можно уже сказать, и так далее. И, ну, здесь еще, да, можно. А так, чтобы взять и направить технологию, которая не существует только лишь в мультипликации и в проект Line, ну, наверное, нет. Но опять же, ребят, давайте не будем забывать, ну, что такое Line? Ну, есть, значит, большой капитал у Саудовской Аравии, да, который они решили направить на реализацию такого амбициозного нового проекта. Значит, где они взяли тех, кто этот проект им способен реализовать? Ну, наверное, где-то в Европе, да? Или, может быть, и, да, частично там и Азии, да? Но это же не просто физические лица, это целые корпорации они привлекли. Ну, а у корпораций у них есть свои технологии, есть свои планы, и поэтому есть уже свои сметы, уже там предоплаты какие-то есть. И я не верю в то, что гражданин Саудовской Аравии, имея те знания, которые он приобрел в жизни, поймет, что это вещь серьезная и нужно с ней работать. Вот, ну, может быть, завтра кто-то позвонит оттуда и скажет, мы все понимаем, приезжай. Я не знаю, ребят, ну не было пока звонков. Ну, я на самом деле особо-то и не рассчитывал на это. Ну, просто мы показываем, где бы могло это применяться и как бы это могло применяться. Так, что у нас по земле в Дубае, что у нас по острову Елена? Так, ну по земле в Дубае это, значит, только что я рассказал, а по острову Елена, ну, губернатору мы направили письмо, и вот он направил главному архитектору, и в течение месяца вообще по закону они должны дать ответ, и ответ такой, что мы откладываем наш ответ, потому что мы тут обсуждаем, что-то заносим, переносим, но нам уже писали, звонили, приглашали на вот очередной этот самый форум дальневосточный, который в сентябре будет проходить. Ну, не знаю, пока я не решил, нужно ли на него ехать или нет. Макет, который был у нас в прошлом году, он, в принципе, вполне пригоден для того, чтобы еще раз участвовать в этом самом дальневосточном форуме. И даже напрямую я задал вопрос, а губернатора будет, потому что мэр не решает таких вопросов крупных. Ну, сказали, что да, будет. Я говорю, на наш стенд он придет? Они сказали, да, придет, но я, честно говоря, в это верю процентов на 15-20. Обычно форумы так проходят, значит, лица, которые принимают решения, они куда-то забежали там в какой-то зал, речь толкнули, и потом там по пути стенды, которые им попадаются, они к ним там подходят, ну, типа, здрасте, здрасте, пофотографировались и умчались. Ну, в общем, если макет наш еще цел, здоров, а мы его передали в мэрию города Владивостока, нам сказали, что он где-то там стоит на почетном месте, ну, в принципе, можно принять участие, но я думаю, письма достаточно. Письмо, ролик, материал для рассмотрения. А может быть, кстати, вот вы меня натолкнули на мысль, напишем губернатору, что так и зададим вопрос. То есть вот в сентябре планируется форум, нас приглашают на этом форум. Планируете ли вы посетить наш стенд с той целью, чтобы обсудить вопрос реализации такого проекта на острове Елена? Точно. Так и сделаем. А в течение месяца они нам должны ответить. Ну, кстати, уже там времени не так много. Ну, попросим, чтобы ответили в течение 2 недель, потому что сроки там короткие. Если ответ не будет положительный, ну, тогда не поедем. Ну, знаете, честно говоря, время не хочется тратить на те вещи, в которых не до конца уверен.
И летать уже, мы подустали летать уже. И хочется нам опираться на более надежные вещи. Я в Дубай больше верю, ребят, раз в 5, чем в остров Елена. В то, что по острову Елена начнется диалог. Но, кстати говоря, вполне можно и рассмотреть Россию для первого объекта. Почему? Потому что, выполняя международные обязательства, взятые на себя там, в 2014 году, существует такой закон о выделении земельных участков, значит, под восстанавливаемые источники энергии в короткий срок и вроде бы без торгов. И есть еще распоряжение Министерства этого энергетического там, короче, развития, что ли, да? У меня вот есть документ, там все статьи указаны и так далее. И, в общем, что надо идти навстречу, выделять, добавлять, передавать и так далее. Но на практике не всегда это все совпадает с тем, что написано. Но, тем не менее, мы тоже планируем подыскать участки промышленного назначения. Может быть, кстати, кто-то из зрителей знает такие подходящие участки, но нам нужно, чтобы это было где-то в районе Кавказа, наверное, там, где нет экстремально низких температур, так как это объект первый, а у нас как-никак участвует там вода. Понятно, что в будущем можно эту технологию сделать так, чтобы она работала при любых температурных условиях, но нам хочется как можно меньше встречать препятствий на пути к реализации первого объекта. Поэтому, возможно, и есть смысл написать это самое письмо с просьбой о выделении таких участков и посмотреть, какая будет реакция. Так, тут я вижу уже иероглифы китайские. Это, наверное, чья-то шутка. Так, у меня есть некоторые планы относительно роста. Спасибо, у нас тоже планы есть. Что у нас по земле? Так, это я читал. У вас отличные работы в области архитектуры и проектирования моделей, 3D-моделей. Почему бы вы не сделать это на метавселенной Web 3.0? Панкач пишет. Ой, ничего себе, Панкач меня прям удивляет. Это вопрос к архитектору нашему, но зададим. Этот проект сначала люди будут смотреть виртуально, а потом вы его создадите в реальности. Да нет, нам надо уже от виртуального переходить к материальному, к реальному, поэтому все-таки будем основные усилия прилагать на земельном участке. Так. Чтобы наше здание работало эффективно, какова должна быть высота? Ибо во время штиля лопасти могут не вращаться. Ну, конечно, да, могут не вращаться. Высота 156 метров. Вот такая нормальная, но это прежде всего, чтобы вода работала, да, могла давать прибыль в виде электрической энергии. А если мы говорим про ветроэлектростанцию, то это напрямую зависит все-таки от района, в котором мы размещаем, потому что в некоторых районах постоянные сильные ветра, а в некоторых не постоянные. Проект «Лес» много лет успешно реализуется. В Узбекистане наберите ролик с гендиректором «Миллионы» Ричарда Брэнсона. Проросли в Узбекистане. Это новое, да. Ну хорошо, мы посмотрим, ознакомимся. Могу показать проект, можете взять видео. Так. Денис, давай построим 130-этажку, покажем миру, что это работает. Ну, ребят, давайте, да, реальные цели перед собой ставить. Значит, реальная цель, я думаю, и вполне реализуемая, это объект высотой 156 метров, стоимость его порядка 9 миллионов долларов. Ну, понятно, может быть, где-то чуть-чуть больше, где-то меньше, в зависимости от района, в котором строится такой объект. Поэтому, честно говоря, целей нет кому-то показать, что у нас есть что-то большое, что-то мощное, да, что мы вот можем там 130-этажное здание строить. Есть цель, значит, продавать лицензии по нашей технологии в большом количестве. Но для этого нужно реализовать первый настоящий
крупный, работоспособный объект. К этому мы идем сейчас. Так. Вам следует провести специальные переговоры с индийским правительством по поводу вашего проекта, чтобы правительство выделило вам патентный сертификат. Как можно скорее этот проект можно было бы начать. Ну, смотрите, правительство Индии, оно никак не определяет скорость выдачи патентов на изобретение, на технологию, да. Но я понимаю, что вы здесь не про изобретение, а патентный сертификат — это разрешение на реализацию. Но мы, на самом деле, с министром энергетики города, рядом с городом Чандигарх находится город у нас, Пенджаб. Да, мы с министром энергетики Пенджаб встречались, об этом у нас была новость, он сказал, да, это классно, очень интересно, типа мы сейчас, вот, и, в общем-то, у нас есть общий, то есть у нас есть контакт, через которого мы вышли на этого самого министра, и он также заинтересован в скорости, но пока что-то тоже тишина. Нет, было от него предложение, чтобы мы подписали с ним эксклюзивное соглашение о том, что мы на ближайшие 3 месяца гарантируем, что мы ни с кем никаких договоров подписывать не будем, а он, в свою очередь, значит, будет использовать свои ресурсы на полную мощность для того, чтобы мы получили все необходимые документы и могли приступить к реализации объекта вот на территории Индии. Но опять же, ребят, у нас здесь диалог, извините, с шейхом Хашером, да, у нас есть диалог в Индонезии, вот, Индонезия, да, остров Бали, да, все правильно, да. По Вьетнаму, по Вьетнаму там, кстати, тоже, шансов почти нет, наверное, да, именно с теми, с кем мы говорили об этом, потому что какие-то там требования выставляются непонятные, не особо нам интересные условия. В общем, вьетнамская сторона предложила, это я говорю про компанию, с которой мы встречались, по-моему, март-апрель месяц этого года. Вот. В общем, сейчас с ними также диалога нет. Так, Денис, пожалуйста, умоляю, съездите на форум дальневосточный. Давайте так, если смысл будет, а мы зададим прямой тогда короткий вопрос, вот. Если будет смысл, да, поедем. Если, может быть, у нас там в Индии будут события активно развиваться в плане строительства, или здесь, в Дубае, то тогда не поедем. Так, Дип Кумар, как журналист я готов оказать вам любую помощь. Спасибо. Давайте публиковать наши концепции, наши предложения. Давайте будем говорить о том, в средствах массовой информации, что, ребят, когда-то все казалось фантазийным, да, там, не знаю, лестница, по которой не нужно шагать, которая вас везет, там, да, миллион устройств, которые бы показались бы нереальными, невозможными или где-то даже смешными. Но сейчас они все существуют, они работают, и мы их воспринимаем как обычные вещи. Так, и я вижу еще Ашок пишет, это он уже Кумару пишет, имеется ли у тебя. Короче, у нас уже в чате на YouTube здесь люди знакомятся и находят контакты друг для друга. Я, кстати, предлагаю администратору вот этой трансляции, да, вот все вопросы, которые у нас здесь были, их сейчас скопировать и, может быть, там, я не знаю, одним сделать комментарием или там несколько комментариев, сколько знаков будет помещаться, чтобы люди могли читать реально те вопросы, которые у нас были в эфире. Так, ребят, по Вьетнаму, по проекту «Ветер» у нас шестой этап достигнут. Я вас с этим поздравляю, из 8, поэтому большую часть пути мы также уже преодолели. В России по проекту «Вода» у нас также второй этап достигнут. Там на самом деле чуть больше уже достигнут этап, но новость чуть-чуть устарела. Ладно, в следующем эфире. Так, по Грузии также у нас по проекту «Вода» достигнут второй этап. Я напомню, что все этапы, которые мы достигаем, мы о них
выпускаем новости, и к каждой новости прикладываем документ. А данные документы можно все проверить через Google патентный поиск. И вообще, ребят, все, что у нас есть на сайте, это все настоящая правда, это все достоверно. И никогда ни разу никакой дезинформации мы не предоставляли и не планируем это делать. Поэтому можете вполне даже себе серьезно относиться к тому, что у нас имеется в наших новостях. Так, ну и публикация у нас в средствах массовой информации прошла. Значит, pedromindo.com, значит, сайт опубликовала о возможном сотрудничестве с компанией Global Plus GmbH и проектом «Ветер» на Бали с целью создания инновационного первого в мире объекта, способного вырабатывать электрическую энергию экологически чистым способом. Вот. Очень это меня радует, на самом деле. Почему? Потому что все больше людей узнают о том, что может мир быть чуть-чуть другим. И спасибо таким сайтам и журналистам, которые об этом пишут. Ну что, ребята, я буду считать, что я вам уже, в принципе, на сегодня все новости рассказал, на все вопросы ответил. Поэтому я вот, честно говоря, хотел просто поименно поблагодарить всех, не всех участников, а тех, кто здесь у нас в чате присутствует. Обязательно, поэтому да, все, новостей уже не будет. Кому уже эта часть благодарности не интересна, давайте тогда с вами прощаться. До новых встреч. Так, Кабал Роланд, hello, thank you. Амид Экоматч, спасибо. My son Адитya Волк. Очень хорошо отзывается о проекте «Ветер». Very good, спасибо. SSM Technical приветствует нас, спасибо. Васа 73, привет. Татьяна, приветствую вас. Татьяна, спасибо. Много лет мы уже с вами дружим. Так, Адлер из Германии. Адлер из Германии, да. Есть у меня, кстати, троюродный брат в Германии. И не один, и родственников много. Но мы с ними давно уже не виделись. Вот. Так, Кумар, спасибо. Технопроч. Тут такие какие-то буквы, словосочетания. Тут надо понимать, что, допустим, кто-то на хинди говорит и пишет на хинди латинскими буквами. И трудно понять, как это вообще произносить. Админ СДФ. Спасибо. Вот рекордсмен сегодня по вопросам. One Stop Solution. Привет. Дипак. Дора. Дора, это жена. Дарья, это наша поддержка. Она, я понимаю, перевод сегодня делала вопросов, которые были на иностранных языках. Панкадж. Вам спасибо. И уже я заметил, что постоянно вы участвуете в эфирах. Хотя то, о чем я сейчас говорю, не понимаете, да? Ну, дождетесь перевода, но тем не менее смотрите. Наверное, уже скоро заговорите, да? Так, доктор Дип, спасибо. Ашок, Ольга, Денис, я вас верю. Ольга Лысова, спасибо. Будем стараться, не подведем. Так, Надежда Скобова также нас верит. Спасибо, Надежда. Спасибо. Сергей Селезнев. Назира Закирова. Да, я, кстати, помню. Назира Закирова, это, по-моему, это из города Казань. Да, я все помню. Очень активная, энергичная женщина. Ну, счастливый человек, на самом деле. Есть цель, не вижу препятствий. Вот такой у нее характер, я помню, да. Так, Ангел ТВ. Также сегодня активный, спасибо. Взрослый ребенок. Так, ну на китайском пока не научился. Надеюсь, там доброжелательные какие-то предложения, пожелания. Так, Биш
Биш, спасибо. Панкадж. А, Кришна. Кришна, спасибо. Преционс. Говорите на английском. Ну, ребят, не все сразу. Так, Джакути Джадхав. Спасибо. Дип Кумар, Ангел ТВ. Так. Намедев. Спасибо. Симона. Да, Симона, спасибо, Денис, за твою преданность. Проектом мы с нетерпением ждем будущих успехов и развития. Но мы не остановимся. Алекс. Когда будет реализация? Алекс, на этот вопрос ответ в самом начале. Вот прямо с первых секунд, по-моему, там о нем есть на него ответ, пожалуйста. Так, Бабиор, 3 семерки, респект, спасибо. Вадим Милюков. Так, Ангел пишет нам, пересмотрите сначала, ну это уже рекомендации. Лариса Медведева, привет, из Актобе. Приветствую, Лариса, спасибо. Да, ребят, у нас, кстати, вот 30 тысяч инвесторов, а подписчиков в Инстаграм, по-моему, около 5 тысяч. Значит, в других соцсетях и того меньше. Я вот не понимаю, люди проинвестировали и как-то даже не интересуются, как у нас идут дела. Честно, меня это чуть удивляет. Ну, мы, кстати говоря, новостной блог добавили в личный кабинет. Я думаю, так удобнее будет знакомиться с нашими новостями. Будет больше информации. Ну что, ребят, спасибо. Тогда до новых встреч.